Говорят, что самые важные встречи в жизни происходят тогда, когда их меньше всего ждешь. В тот знойный июньский день я абсолютно никуда не спешил. Солнце стояло в зените, превращая воздух над асфальтом провинциальной дороги в колышущееся марево. Кондиционер в моей старой машине работал на пределе возможностей, но даже он не спасал от всепроникающей духоты. Я просто ехал, лениво разглядывая расстилающиеся по обе стороны зеленые холмы. Наша глубинка в это время года выглядит невероятно живописно. Бесконечные пастбища, сочная трава, редкие перелески и пронзительно синее небо. Проезжая мимо одного из фермерских угодий, я заметил небольшой искусственный пруд, расположенный прямо у обочины, сразу за изгородью. В воде, спасаясь от полуденного зноя, стояло стадо коров. Животные выглядели умиротворенными. Они лениво жевали жвачку, изредка обмахивались хвостами и наслаждались прохладой. Эта пасторальная картина показалась мне настолько гармоничной и умиротворяющей, что я решил остановиться. Мне захотелось сделать паузу, выйти из душного салона автомобиля и запечатлеть этот момент на камеру мобильного телефона. Просто короткое, ни к чему не обязывающее видео для семейного архива. Коровы на водопое – символ деревенского спокойствия. Я припарковал машину на обочине, заглушил мотор и вышел наружу. Горячий воздух тут же окутал меня. Пахнуло нагретой землей и полевыми травами. Подойдя ближе к забору, я поднял телефон и начал съемку. Колыхалась озерная гладь, коровы лениво поглядывали в мою сторону, но буквально через несколько секунд я понял, что в этой идиллии есть какое-то скрытое нарастающее напряжение. Одна из коров, крупная, красивого палевого окраса, вела себя совершенно не так, как остальные. Она не стояла в воде и не щипала лениво траву. Животное металось по самому краю берега, то заходя выл, то снова выбираясь на сухую землю. В ее движениях читалась явная, почти человеческая тревога. Но самое поразительное произошло, когда она заметила меня. Корова остановилась. Она повернула голову в мою сторону и издала протяжное, глубокое мычание. Это не был обычный призывный звук, который можно услышать в коровнике во время дойки. В этом звуке сквозила отчетливая звенящая боль и мольба о помощи. На мгновение мне показалось, что я брежу от жары, но корова сделала несколько решительных шагов прямо ко мне, не сводя с меня своих огромных влажных карих глаз. Она подошла к самой границе натянутой проволоки, снова замычала и резко дернула головой в сторону, словно указывая мне на что-то, скрытое в густой траве у подножия холма. «Что с тобой, девочка?» – тихо спросил я вслух, продолжая держать камеру. Разумеется, я не ждал ответа, но животное, услышав человеческий голос, заволновалось еще сильнее. Она начала топтаться на месте, переводя взгляд то на меня, то на склон у края пруда. Какая-то неведомая сила заставила меня опустить телефон и присмотреться внимательнее к тому месту, куда она так настойчиво звала. И тут, среди высокой сочной зелени, я заметил маленькое палевое пятнышко. Мое сердце пропустило удар. Там, на самом солнцепёке, вжавшись в сырую землю у склона, лежал крошечный, только что родившийся теленок. Он был еще совсем мокрым. Его тонкие ножки беспомощно подогнулись под маленькое тельце. Стало очевидно, что произошло. Корова родила его прямо здесь, на склоне у пруда. Новорожденный малыш, пытаясь сделать свои первые неуверенные шаги, не удержал равновесия, соскользнул по влажной траве вниз и оказался по другую сторону изгороди. И не просто изгороди. Присмотревшись к деревянным столбикам и тонким металлическим нитям, я с ужасом осознал, что это был электропастух. Забор, находящийся под высоким напряжением, призванный удерживать стадо внутри периметра. Мать и дитя оказались разделены непреодолимой для них преградой. Каждый раз, когда несчастная корова пыталась подойти к своему малышу, чтобы облизать его и покормить, ее чуткий нос утыкался в невидимый, бьющий током провод.
Теленок лежал на самом солнцепеке, беззащитный, истощенный, отчаянно нуждающийся в материнском молоке и тепле. А его мать могла лишь беспомощно ходить кругами с той стороны забора, умирая от горя и бессилия. В этот момент я понял, почему она обратилась ко мне. Животные обладают удивительным чутьем. В ее глазах не было страха передо мной, диким чужим человеком. В них была колоссальная, абсолютная надежда. Она просила, она умоляла меня сделать то, что сама сделать была не в состоянии. Я оказался перед сложнейшей дилеммой. С одной стороны, передо мной было несчастное существо, погибающее на жаре. С другой стороны, разъяренная, обезумевшая от горя огромная корова весом в добрых полтонны, которая находится в считанных сантиметрах от меня. Любой, кто хоть немного знаком с сельской жизнью, знает, насколько опасны могут быть коровы, защищающие свое потомство. Если я приближусь к теленку, не воспримет ли она мои действия как угрозу? Один удар копытом или рогом, и эта поездка закончится для меня в реанимации. К тому же забор под напряжением представлял опасности для меня самого. Я медленно подошел к изгороди, стараясь не делать резких движений. Корова замерла, внимательно наблюдая за каждым моим шагом. Ее дыхание было тяжелым, из ноздрей вырывался горячий пар. «Тише, тише, хорошая моя», — ласково заговаривал я ее, пытаясь унять дрожь в собственном голосе. «Я помогу, я не причиню ему вреда, обещаю». Чтобы обезопасить себя от удара током, я огляделся по сторонам и нашел на земле сухую, толстую деревянную палку. Дерево – плохой проводник, и это был мой единственный шанс приподнять коварный провод. Опустившись на колени прямо в пыльную траву, я аккуратно подсунул палку под нижнюю нить электропастуха и надавил, приподнимая изгородь как можно выше, чтобы освободить пространство. Корова подошла вплотную. Нас разделяли какие-то 30 сантиметров. Я чувствовал жар, исходящий от ее тела, и видел, как крупно дрожат ее мышцы. Это был момент абсолютного доверия. Она не проявила ни капли агрессии. Напротив, она наклонила голову, шумно обнюхала меня и легонько ткнулась лбом в мое плечо, словно подталкивая к действию. Мол, действуй, человек, времени мало. Провод натянулся, палка жалобно затрещала. Мне пришлось действовать одной рукой, а второй аккуратно дотягиваться до лежащего в траве теленка. Когда мои пальцы коснулись его мягкой, теплой шерстки, он слабо вздрогнул. Малыш был совсем слаб, его глаза были полузакрыты, а губы беззвучно шевелились в поисках материнского вымени. «Давай, маленький, иди к маме», – прошептал я. Удерживать провод под напряжением одной рукой и одновременно тащить скользкое, обмякшее тельце новорожденного животного оказалось невероятно трудно. Мои мышцы сводило от напряжения, пот заливал глаза. В какой-то момент моя спина случайно коснулась соседней линии забора. Резкий, болезненный электрический разряд прошил мое тело от плеча до пят. От неожиданности и боли я едва не выпустил палку, но, взглянув на замершую в ожидании корову, стиснул зубы и продолжил. Я понимал, что если сейчас отступлю, то теленок обречен. Я обхватил малыша поудобнее под грудь и аккуратно, стараясь не повредить его хрупкие ножки, потащил по траве под приподнятым проводом. Корова в этот момент вела себя поразительно. Она практически помогала мне, вытянув шею и хватая теленка губами за шерсть на загривке, пытаясь втянуть его на свою безопасную территорию пастбища. Наконец, последнее усилие, и теленок полностью оказался за линией забора. Я с облегчением отбросил палку в сторону и упал назад, на траву, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Мои ладони были исцарапаны, одежда испачкана в грязи и иле, но в груди разливалось невероятное, ни с чем не сравнимое чувство победы. То, что произошло дальше, искупало любые радиальные ожоги от электричества и любые трудности. Корова тут же припала к своему сыну. Она начала неистово, с огромной нежностью и любовью, облизывать его с ног до головы.
очищая его шерсть и стимулируя кровообращение. Ее мычание изменилось. Теперь это был тихий, воркующий, бесконечно ласковый материнский шепот. Теленок, почувствовав родной запах и тепло, ожил на глазах. Он издал свой первый, еще очень слабый звук и попытался встать на ноги. После нескольких неудачных попыток, поддерживаемый сильным материнским носом, он, наконец, обрел опору под копытами и жадно приник к вымени. Я сидел на обочине дороги и просто смотрел на эту картину, улыбаясь как сумасшедший. Корова, не прерывая своего занятия, на секунду повернула голову в мою сторону. Ее взгляд больше не был полным отчаяния. Это был взгляд, исполненный глубочайшей, осознанной благодарности. Животное понимало, что человек спас ее ребенка. Немного успокоившись, я понял, что история еще не закончена. Оставлять их просто так было нельзя. Теленка нужно было осмотреть специалистам, да и фермеры должны были знать о пополнении в стаде. Я запрыгнул в машину, доехал до ближайшей фермерской усадьбы, расположенной чуть дальше по дороге, и обо всем рассказал хозяевам. Фермеры, выслушав мой сбивчивый и эмоциональный рассказ, искренне удивились, но тут же снарядили грузовичок и отправились к пруду. Я поехал вместе с ними. Оказалось, что молодую маму зовут Фло. Фермеры бережно осмотрели малыша, убедились, что с ним все в порядке, и прикрепили к его ушку желтую бирку с номером. Официальный знак того, что он стал полноправным членом этого большого хозяйства. Прошло несколько недель. Эта история не выходила у меня из головы, и, оказавшись снова в тех краях, я не удержался и решил навестить своих новых знакомых. День был такой же солнечный, но уже не такой удушливый. Я подошел к пастбищу, где теперь на сочной траве паслось все стадо. Малыш, заметно подросший, окрепший и весело прыгающий на своих уже сильных ножках, бегал неподалеку от матери. Стоило мне подойти к изгороди и негромко позвать «Фло», как крупная палевая корова тут же подняла голову. Она узнала меня. Это не выдумка и не преувеличение. Животные действительно помнят добро. Фло не спеша направилась прямо ко мне, а за ней, забавно перебирая копытцами, побежала ее сынишка. Они подошли к самому краю, и Фло снова, как и в тот судьбоносный день, доверчиво протянула свою большую голову, позволяя мне погладить себя между ушей. А маленький теленок, совершенно не боясь, ткнулся своим мокрым теплым носом прямо в мою ладонь. Я стоял посреди этого бескрайнего зеленого поля, чувствуя, как маленькое, казалось бы, происшествие на дороге навсегда изменило что-то внутри меня. Этот случай показал мне, что между всеми живыми существами на нашей планете существует невидимая, но абсолютно осязаемая связь. Язык боли, язык материнской любви и язык благодарности универсальны. И для того, чтобы услышать призыв о помощи, не нужны слова. Нужно просто иметь сердце, способное откликнуться.